Вы заходите там в бутик, там вам что-то понравилось, и вы с целью того, чтобы себя обезопасить, так Ну, сказать. мало ли кто эту вещь, которая вам понравилась, кто-то примерял до вас. Да. Ну, все Вот есть возможно. обычный прием, который в чем заключается? Вам нужно складочку левой подмышки захватить своим большим и указательным пальцем. То есть указательный палец Да, у нас на да. середину подмышечной. Виктор Владимирович, вы можете нам подсказать, как нужно себя, может быть, обезопасить при примерке новой одежды? Или вы находитесь в примерочной в каком-то бутике, или же из интернета получили посылку. Мы же не знаем, какие люди какими руками прикасались к этим предметам, какие особенности кожи они имели на тот момент. И вот мы можем, совершенно ничего не подозревая, наградить себя чем-то лишним. Я вот делаю, знаете, почему такое лицо? Да. Потому что я знаю эти секреты. Я знаю эти секреты, они опять восходят... Поделитесь с нами? Конечно. Вот, если бы у меня на плече сидел бы попугай, я бы его попросил бы обязательно, чтобы он прокричал традиционно «Пиастры, пиастры, пиастры», потому что такие приемы, они имеют как раз-таки прямой отсыл к тому, как пираты, которые грабили, которые завоевывали, которые надевали на себя все чужое, новое или старое. И должны были выжить при этом. И при этом и победить еще. Да, и должны, да. И при этом я хочу сказать, что исторические медицинские документы, их, кстати, множество. Это вот любопытствующие могут найти такие документы. Есть замечательный город во Франции под названием Брест. Вот там вот в музее города Бреста есть такие манускрипты, в которых прям указаны вот эти вот медицинские секреты. Но почему-то туда редко кто приходит и редко кто интересуется. Вот огромное количество документов есть в Нью-Йоркской библиотеке. Кстати, при Нью-Йоркской академии наук. И вот там туда занесены все эти секреты. И почему я опять вспомнил про пиастры, вспомнил опять про попугаев, про пиратов, потому что это вот такой один из самых известных приемов. Что для этого надо сделать? Для того, чтобы вообще не бояться вот этих вещей. Есть обычный прием, так сказать, который называется захват плеча. Перед примеркой. Да. Да? Да, перед За какое там несколько минут, да? Да, ну буквально там, Непосредственно. там вы заходите там в бутик, там вам что-то понравилось, и вы с целью того, чтобы себя обезопасить, чтобы не, как вы считаете, или вы считаете, что вы можете, так Ну, сказать. мало ли кто эту вещь, которая вам понравилась, кто-то примерял до вас. Да. Ну, все Вот возможно. есть обычный прием, который в чем заключается? Вам нужно складочку левой подмышки захватить своим большим и указательным пальцем. То есть указательный палец Да. у нас на середину подмышечной впадины Да. упирается в середину, большой Вот, сверху, да? да, вот буквально это очень легко анатомически определить, потому что вот тут у нас начинается связочка большой грудной мышцы, и вот нам надо ее просто вот так вот захватить. Вот так вот. Мышечную ткань. Мышечную ткань, да. Мышечно-подмышечную ткань. И в течение 5-7 секунд вот так вот буквально промять, Промассировать поприжать. вот, да, двумя вот или тут, даже тремя пальцами? Нет, ну зачем тремя? Вот Двумя двумя пальцами вот так вот это промассировать. Что это дает с точки зрения физиологии? С точки зрения физиологии это дает то, что у нас подмышечная зона является, будем говорить, и вместилищем, таким и инкубатором, к сожалению, разведения огромного количества, так сказать, сапрофитов, наших друзей, которые защищают нашу кожу, которые облагораживают ее, которые, так сказать, участвуют в системной смене кожных, будем говорить, входов и так далее, и так далее. Они по-научному называются дерматофаги. По-научному, по академическим медицинским путем, то есть это клеточные фаги, которые пожирают ненужное. Вот. И поэтому для того, чтобы вы себя там могли защитить, вот взяли вот такой вот приемчик и сделали. Ну и, кстати, я хочу сказать, что этот прием, он еще и рассчитывается и имеет прямое отношение к тому, как мы себя с точки зрения вот этой пресловутой цитокиновых вот этих проблем, которые очень часто сопровождают нас во время вирусных атак, во время бактериальных каких-то атак, во время ОРЗ, ОРВИ. Тоже не забывайте о том, что вот это вот существует такая вот модель.
Почему мы это делаем справа налево? Потому что, опять же, есть анатомофизиологический посыл. Справа у нас находится у львиной доли людей, это 99 и, наверное, 97,3% людей, мы все являемся, так сказать, правоносителями печени, желчной пузыри и так далее, и так далее. И лишь только там небольшое количество людей, у них зеркальное отображение органов. Поэтому что мы делаем? Мы вот этим движением справа налево и проминая вот эту зону начала подмышки, мы усиливаем качество отхождения желчи, мы снимаем спазм в области сфинктера Оди, мы поднимаем нашу печень, мы поднимаем связочный аппарат, мы усиливаем качество бронхолегочной системы, мы усиливаем качество связочного аппарата, шеи, задней поверхности туловища, шейно-воротниковой зоны. То есть мы включаем практически весь арсенал нашей адаптационной, иммунологической, иммунной защиты. Вот это вот один из приемов, который просто позволит вам, не мудрствуя лукаво, Включить кожный иммунитет. включить кожный иммунитет, да. Да, на самом деле включается кожный иммунитет. Это можно делать там, как вот вы абсолютно справедливо, там приходит там с озона, с Амазона, с дикого поля, как оно правильно называется, Валберис или Хилберис или Болберис, ну, одним словом, всякая вот эта хрень, которая нам сейчас начинает приходить. Мы же на самом деле не знаем. А если вещи называть своими именами, и с точки зрения как-то кому это не понравится, имейте, пожалуйста, в виду, что враг не дремлет, как нас учили в академии, враг не дремлет. И можно подсадить любую дрянь, понимаете? Поэтому, как говорил великий чешский за шею повешенный человек по имени Юлиус Фучик, люди, будьте бдительны. Понимаете? Да, понимаем, много таких ситуаций бывает. Они же еще связаны с путешествиями в транспорте. Ты садишься в такси, да, совершенно не понимаешь, кто там до тебя сидел, да, вот подголовники особенно, контакты, может быть, непосредственной шеи с этой поверхностью. Вот, обратите внимание, а я уже вам все это объяснил. Ну, в кресле авиалайнера там специальные такие салфеточки каждый раз меняют, я надеюсь, их меняют. Татьяна Владимировна, мы с вами летаем, так сказать, извините, как проклятые, Господи, спаси и сохрани. И мы прекрасно с вами видим, так сказать, как мы видим глаза этих уставших, забеганных, как лани, так сказать, за которыми львы и тигры охотятся, этих стюардов, этих стюардесс, когда они успевают все эти вещи делать. Конечно, если вы летите в супербизнес-классе, и там у вас стоят аэрозоли, и у вас там стоит, так сказать, аэрокабина, и так далее, и так далее. Я единственное... Отдельная шторочка, да. С одной стороны, с другой стороны. Да, я единственный раз имел такое удовольствие лететь в таком суперджете, понимаете, когда там, так сказать, вы знаете, меня сколько лет, не любитель, так сказать, этих всех аромов, так сказать, этих парфюмов всех, я, так сказать, вышел из этой кабины, так сказать, ну, это, так сказать, камильфо, вот. Да, у кого нет средств такой индивидуальной дезинфекции, вот вам прием. И еще в школе здоровья Желтой реки существует технология, я помню, вы о ней говорили. Она называется... Чужое никогда не станет твоим. Да, это вот в том плане, что имеется в виду и такая вот степень суперзащиты существовала. Ну, она, и мы ее проповедуем, и мы ее очень часто применяем. Чужое никогда не станет твоим. Почему? Потому что, в принципе, мы формируем такую защиту. Защитный купол. Защитный купол, да. И, вот, да. И он касается точек, которые находятся у вас на лице. Вот буквально под вашими руками. Эту технологию также можно получить. Мы совсем скоро будем об этом говорить на вебинаре, который будет посвящен нашей большой распродаже наших самых успешных традиционных восстановительных курсов, которые много, плодотворно и давно работают, хорошо изучены с точки зрения, как это влияет на состояние того же самого лизоцима, который формирует защитные барьеры, того же самого оксида азота, который достаточно вырабатывается для защиты наших сосудов. И, кстати, еще будем говорить о том, что Виктор Владимирович, например, считает, что нас ждет совсем такая непростая весна. Очень непростая весна. С точки зрения метеоусловий, с точки зрения
вспышек и на Солнце, и геомагнитной обстановки в целом. Поэтому недавно объявленное такое резкое падение атмосферного давления по Москве, по Московской области. Мы, конечно, эти моменты отслеживаем. Ну, северо-запад нашей страны, вот он весь будет попадать вот в этот фронт очень низкого давления, да. Да, и мы будем демонстрировать технологии, делиться технологиями, как помочь себе, как защитить себя от такого природного явления. Почему именно это так важно, Виктор Владимирович? Ну, это очень важно по той простой причине, потому что традиционно считается, что резкая, но долгоиграющая вот эта вот платформа низкого давления является одной из причин формирования мочекаменной болезни. Это вот замечено очень давно китайскими специалистами, это давно замечено тибетскими врачами. И, кстати, это давно замечено нашими учеными, если вот вещи называть своими именами в части приоритетов, кто больше этими вопросами занимался. Вот Великий Чижевский, многие, к сожалению, о нем знают только по наличию ламп Чижевского и, в общем-то, не знают его, так сказать, великолепнейшее эпидемиологическое наследие, эпидемическое наследие, которое он нам оставил. Вместе, кстати, с его хорошим товарищем, приятелем, другом по несчастью, Верховером, профессором Верховером-старшим. Так вот, Чижевский и Верховер-старший, они разработали целую вот эту вот каскадность, будем говорить, изменения атмосферного давления, так сказать, с конкретным указанием, какие сегменты позвоночного столба начинают в силу этого страдать, и приоритетом, так сказать, ну, конечно, в кавычках, приоритетом, или, будем говорить, эпиднапряженным в этой части состоянием патологическим является в данном случае вот именно формирование мочекаменной болезни. Почему? Потому что сама система резкого снижения, но долго играющего низкого давления неблаготворно, крайне неблаготворно влияет на состояние наших почек. И отсюда, так сказать, целый каскад проблем, который связан и с системным опущением почек, и с системным страданием мочеточников, и так далее, как говорится, etc. в этой части. Поэтому мы... Это кто хроники по мочеполовым страданиям. А вот у кого, например, склонность к гипотонии, гипертонии, вот они в группе риска находятся? Они находятся в группе риска, конечно, в первую очередь. Почему? Потому что низкое давление, низкое атмосферное давление крайне неблагоприятно сказывается на так называемых вазоконстрикторах или на барорецепторах, которые у нас, их две зоны есть. Максимально в этой части приемниками они считаются. Это барорецептор, который находится на дуге аорты, вот, и барорецепторы, вот эти вот, которые находятся на сонной и на сонных артериях, на левой и правой сонной артерии. И, соответственно, в связи с этим, ну, как говорится, все элементарно, Ватсон, с той точки зрения, как начинает страдать малый круг кровообращения, как начинает страдать большой круг кровообращения, как это в этом смысле начинает себя вести артериально-венозная конструкция нашей головы и так далее, так далее, так далее. Вот, ну, огромное количество проблем, кстати, которые, в общем-то, очень легко прослеживаются с точки зрения статистики, по диагнозам, чтобы вам было понятно, если я не очень сложно объясняюсь. Наверное, сложно, чтобы это вам было понятно. А вот у многих на слуху когнитивные изменения, там, Альцгеймер, там, и так далее, так далее, так далее. Все, что с этим связано. Но когда мы начинаем отслеживать так называемые сезонно-климатические контуры, сезонно-климатическую корреляцию, то мы очень четко видим начало. Мы очень четко видим, так сказать, где порылась собака, как сейчас принято говорить, в этих проблемах. И вот очень часто именно когнитивный диссонанс формируется тогда, когда или это очень высокое атмосферное давление, или очень низкое атмосферное давление. То есть запускные такие механизмы. И запускные механизмы в этой части, они, ну, мне как нейрофизиологу, как рефлексотерапевту, это все понятно. Почему? Потому что начинает меняться контур выработанных
уже выработанных, уже включенных в систему символов физиологических и так называемых мозговых гормонов. Пляска дофамина начинается, пляска окситоцина, пляска вазопрессина, пляска мелатонина и так далее, и так далее. Но при этом, при всем, давайте заглядывать глубже, что в первую очередь за все эти танцы-шманцы у нас отвечает кора надпочечников, у нас отвечает наш кортизол. И когда, так сказать, начинаются вот эти вот качели кортизольные, тогда, конечно, естественно, мозг включает режим свой, он не включает режим свой-чужой. Он не может включить свой-чужой мозг. И для него начинается вот эта вот самотоха, суматоха, чехарда. Вот это выживание вот любой ценой. Конечно, да, конечно. Идет зажим в буквальном смысле, так сказать, кровь концентрируется. Ну, тут такие тонкости, может быть, не очень приятные для большинства слушателей. Когда мы смотрим вот эти вот моменты на вивисекции, когда мы смотрим, когда желудок вот в таком скукоженном виде находится, когда сердце буквально сжато в таком вот виде и так далее, и так далее. Ну и... Состояние спазма. Конечно. Мышечный спазм ярко выраженный формируется. Да. И на этом фоне мы, так сказать, видим полное вот такой вот полный расслабон, полное расслоение, даже вплоть до расслоения, так сказать, основания левого желудочка. То есть представьте себе, у нас левое предсердие находится в состоянии спазма, а левый желудочек в основании, он такой, как пробитый детский мячик. Такой вот. Никакой, извините за визуализацию образа. Ведь возможно же позаботиться, чтобы эти вещи вот в момент запускной не развивались и не набирали обороты, чтобы потом мы вот не получали такую трагическую ситуацию. Конечно, поэтому в этом случае, мы с вами давно в этой теме и давно наших уважаемых слушателей и коллег предупреждали и всегда увещеваем их, всегда, так сказать, имейте. Я почему показываю, так сказать, на окошко. Не смотрите только за окном, а посмотрите на стену, на которой обязательно должен висеть барометр. На котором обязательно должен, так сказать, и барометр, и гигрометр, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень важно. Почему? Потому что мы зачастую живем в очень сухой атмосфере, домашней, или в очень влажной домашней атмосфере. Мы живем зачастую, так сказать, когда цифры давления внешнего, так сказать, мы на них просто не обращаем внимания. А на них нужно обращать внимание. Почему? Потому что как раз таки наше поведение, с учетом специфики нашей сегодняшней жизни, о специфике того, что мы, помните, мы с вами говорили, что мы из людей прямоходящих потихоньку, или кто не потихоньку, превратился в людей долго сидящих, понимаете, у нас уже сама конструкция нашего перемещения крови начинает меняться, уже сама система вазоконстрикторов начинает меняться, уже наша кровь начинает по-другому себя вести и так далее, и так далее. Поэтому вот эти все внезапные в молодом возрасте инсульты, в молодом возрасте разрывы сердца, в молодом возрасте разрывы почек и так далее, так далее. Так сказать, если еще 30-40 лет назад мы это относили, за счет каких-то условно, но тем не менее возрастных каких-то изменений, то сейчас мы с печалью констатируем для себя, что, так сказать, болезнь на самом деле она возраста начинает не знать. Сосудистая патология, она начинает возраста не знать. И по большому счету думающие, любопытствующие люди, не просто, так сказать, шарахающиеся, понимаете, там с одного горшка, как мой великий дед говорил, с одного горшка знаний на другой горшок знаний, а которые внимательно отслеживают тенденции, изменения погоды, изменения климата, изменения здоровья, так сказать, они прекрасно должны понимать, что есть канонические вещи, понимаете, которые прописаны давным-давно. Любой памятник возьмите, исторический, медицинский, любой. Возьмите аюрведу, возьмите джучи, возьмите наш домострой, возьмите там сирлианские или, так сказать, кодексы и так далее, так далее, так далее. Везде написано «живи по погоде», «живи по сезону», «одевайся по погоде», «питайся по погоде», «питайся по местности» и так далее, так далее. Вот это вот витки вот эти наши глобальные. И сейчас мы их начинаем разгребать. Совсем скоро нас ждет череда предвесенних и весенних праздников, которые мы очень хотим, чтобы прошли у вас благополучно, с хорошим настроением, с удовлетворением и сопровождающейся любовью, теплотой, заботой со стороны близких вам людей. И мы в преддверии праздника всех влюбленных с Виктором Владимировичем решили произвести такую колоссальную, грандиозную распродажу наших онлайн-курсов, которые работают
очень хорошо, давно проверены сотнями тысяч участников. Масса отзывов положительных собрана уже о том, как защитить свою сосудистую систему, как обезопасить себя от вирусов, бактерий, инфекций, от всякой заразы ненужной. Кстати, которая нарастает, кстати, а мы об этом предупреждали вас, уважаемые зрители, еще осенью прошлого года, что нота бene, обратите внимание, что февраль 26 года, он начнется чередой вот каскадных вот этих вот эпид-атак. И, кстати, это уже статистика начинает отмечать. Ну, статистика, конечно, и по COVID-19 поползла вверх уже на почти 11%. По сезонной заболеваемости гриппом тоже процентов на 10 уже цифры вверх пошли. Поэтому, чтобы знать, как надежно защитить себя, и свою кожу, и слизистые оболочки, и сосудистую систему. Вот будут как раз-таки те самые фундаментальные курсы, которые вы сможете заказать и получить по фантастической цене. То есть это то, что отработало себя годами и показало прекрасные результаты, уже давно такие проверенные, серьезные воздействия вы сможете получить. Получила научное подтверждение, академическое подтверждение. Обращаем ваше внимание, потому что сразу будут возникать вопросы, как в старом добром фильме с Арнольдом Шварценеггером. А где ваши доказательства? Какие ваши доказательства? Доказательства есть. И, конечно, там будут наши любимые темы, связанные с оттоком желчи, будут наши любимые темы, связанные со слизистой оболочкой желудка и пищевода, те самые хеликобактер, те самые гастриты и Гастродуодениты. Вот как раз-таки сможете себя обезопасить еще от этих неприятных хронических вещей, если они имеют место в вашей жизни. Словом, мы решили сделать вам такой настоящий подарок перед вот чередой вот этих праздников, которые у нас уже вот буквально на носу. Поэтому не пропускайте эту важную информацию. Обязательно приходите на вебинар, пообщаемся, раскроем вам важные секреты, позанимаемся, выполним упражнения. Словом, не пропускайте, ссылка регистрации находится в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Мы вас ждем, милости просим и надеемся, что наше предложение вам понравится и вдохновит своими возможностями. А на сим мы заканчиваем встречу с вами. Продолжайте быть здоровыми, старайтесь быть здоровыми. А мы, Татьяна Владимировна и ваш покорный слуга, только будем в помощь вам.